Представители знака зодиака Девы. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, Таро расклад. Что вам по судьбе в январе? Неожиданности и сюрпризы января. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы определенно получите. Планетарно 2 января Меркурий перешел из ретро в прямое движение, и больше понимания, больше ясности, больше правдивой информации или каких-то возможностей к тем делам, например, приступить, которые у вас прежде встали на паузу в последние недели декабря. 4 января добавляет таких возможностей переход Марса в знак Козерога. Это всегда с Марсом мы связываем импульс, наши действия, активность, оптимизм, мои дорогие. И здесь вот эти самые силы, как наша активность, как желание осуществить что-то, они уже в более таком прикладном ключе, если можно так сказать. Больше материализации наших проектов, как будто нам обещает это планетарное событие. И дальше очень интересная конфигурация. Помимо того, что 11 числа у нас будет новолуние, и это может высветить какие-то ваши отношения или знакомство, которое у вас состоялось, может быть, недавно. Может быть, это были те отношения, которые словно стояли на паузе. И тут вот как раз у человека может проснуться интерес к вашей персоне. Почему нет? Но тема личных отношений может быть активизирована именно где-то плюс-минус день, два, три до или после новолуния. И вот 24 января в знак Козерога, а там уже у нас Марс, мы знаем, с 4 числа входит Венера, и у нас получается к концу месяца интересная конфигурация планет. У нас две гендерные планеты, как Марс, так и Венера, в статусном знаке Козерога. У кого-то из вас изменения в личной жизни могут быть, но здесь те изменения, когда вы встречались или вы, может быть, дружили долгое время, и отношения могут перейти на новый уровень. Вы можете заговорить о том, чтобы начать вместе жить или, скорее, даже оформить отношения. Все же Козерог – это знак порядка, стабильности, какой-то структуры и законодательной власти отчасти тоже. Ну и, наверное, 21 января из знака Козерог вышел Плутон и перешел в Водолея, точнее, он это сделает. И нет как будто преград, мои дорогие, правда? Плутон в знаке Водолея – это уже как, знаете, новое вдохновение, новый импульс осуществить что-то для себя очень важное. Это свобода, это творчество, самовыражение и индивидуальность. Ну, это планетарно. Давайте мы узнаем, что же вам по судьбе или как видят карты Таро. Первую карту мы достанем, она будет называться фон, может быть, месяца или фон вашего настроения, что для вас будет в приоритете, чем будете заниматься, как видят карты. Неожиданности января, сюрпризы января, это со знаком плюс. Ваши действия. Каков результат? И достанем еще одну карту, совет от карт. Итак, что же у нас важно знать или какие события, правда? Смотрите, мои дорогие девы, старший аркан Колесница. Помимо того, что могут быть внезапные поездки, может быть, вы и не собирались или откладывали на потом, или так в планах у вас была какая-то поездка, путешествие, а здесь что-то может ускориться. Сам по себе аркан говорит о том, что словно невидимые силы приводят в движение какую-то вашу активность в определенном направлении. Это может быть как и работа, бизнес или творчество, самовыражение, а у кого-то что-то придет в движение по части личной жизни, будет развиваться. У кого-то это может быть банально, карта иногда проигрывается, смена автомобиля, но все же старший аркан говорит о том, что обстоятельства вокруг нас влияют на нашу жизнь, заставляя, может быть, принять важное решение или для себя с чем-то определиться. И самое главное, о чем нам говорит карта: провожай прошлое, оно не имеет никакого значения.
и встречай будущее, встречай все возможности, успевай как будто провзаимодействовать со всем, что приходит на твой порог. Даже если вы встречаете, это будет, наверное, особенно актуально в связи с теми планетарными событиями, о которых я говорила до карт. Если появился человек или новое знакомство в этот период, зачем-то он в вашей жизни нужен. Скорее всего, он останется на какое-то время, а может быть на очень продолжительное. Здесь ничего не происходит просто так. Это мы можем как будто не видеть еще продолжение той или иной истории. Поэтому важно взаимодействие, мои дорогие. Но вообще по этой карте это как будто нам обещают успех, удачу, какое-то продвижение, новый интерес к жизни, новое качество жизни, мои дорогие девы. Неожиданности, как будто их нет. Или со знаком плюс. Все то, что вы хотите улучшить, укрепить, сделать более комфортным, к примеру, жилье или свою жизнь, мои дорогие, изменить это качество жизни. Все же король Пентаклей – это карта, которая олицетворяет ваши планы. Или люди, которые рождены под знаком зодиака, как и вы, девы, либо тельца или козерога. Может быть, они имеют там асцендент. Это те люди, которые прочно стоят на ногах, которые умеют правильно взаимодействовать с тем, что происходит в нашей жизни. Поэтому их сложно выбить из колеи, из их планов. Они готовы что-то подкорректировать детально, не столь важное, чтобы главные цели и намерения оставались неизменными. Он держит все под контролем, король Пентаклей. У кого-то из вас в неожиданностях решение материальных вопросов. Тут, правда, Марс в Козероге для вас проиграется очень ощутимо, когда вы прочувствуете, что да, у меня сейчас есть возможности что-то сделать как будто с точкой. Наверняка сами по себе возможности в неожиданностях к вам, мои дорогие девы, приходят осуществить, ну уж как минимум один план, даже если у вас их множество. Нет как будто неожиданностей со знаком минус, сюрпризы. Правда, кому-то поехать придется отправиться. Это карта заслуженного успеха. Шестерка мечей, любая 6 в колоде Таро – это всегда победа. И здесь мы открыты новому. Девушка, показанная на ладье, как будто отплыла от прежнего берега, или, иными словами, оттолкнулась от прошлого, она идет вперед. Дорогу осилит идущий, об этом нам говорит карта. И у кого-то из вас, как сюрприз, правда, долгожданная поездка, которая откладывалась. Или, мои дорогие девы, если кто-то вас пригласил в недолгую поездку, без точного маршрута, или так бывает, не знаю зачем, но значит надо, значит нужно отправляться, значит какая-то просто, может быть, поездка, перемещение для вас будет означать новый приток вдохновения. Или, знаете, мы из даже недалекого путешествия возвращаемся всегда другими. У кого-то это может быть романтическое путешествие, правда? Или встреча с человеком, который с вами на одной волне. Но кто знает, мы ведь никогда наверняка не знаем, где мы встретим судьбу или какие-то свои возможности. У кого-то сюрпризы, это может быть как изменение графика работы. Или если было у вас уже желание изменить ваш вид деятельности, изменить на 180 градусов, по этой карте как раз проходит. Очень хорошо проигрывается работа в сфере IT. Если вы надумывали, а не приступить ли мне к изучению, то действительно одна из немногих сфер, где мы можем наработать вот эти навыки, скиллы достаточно быстро, не садясь как за парту университета, института на долгие годы. Эта карта может также говорить о том, что для кого-то из вас это будет работа, связанная с командировками. Может быть, даже если внезапную командировку вам предлагают, тоже соглашайтесь. Здесь это все со знаком плюс. Для чего-то вам это как будто будет нужно. Может быть, куда-то поездка вас духовно обогатит. Вот ведь так тоже может быть. Для кого-то из вас это может наоборот означать работу удаленную, на дому. И значит, какие-то другие возможности у вас открываются. По этой карте самое главное в сюрпризах. Знаете, как работа с большим объемом информации, может быть, этот большой объем – ваши разносторонние интересы или вдохновение, которое к вам приходит может быть, путем чтения или изучения чего-то, чего-либо. А также это может еще и означать
То, что какая-то совершенно новая тема жизни вас внезапно может и вдохновить, и захватить полностью. Это как новый интерес. Я иду вперед. Я еще не знаю, что меня ждет впереди, но игра жизни меня завораживает. Тут, правда, какая-то новая игра жизни или игра по новым правилам. И нам важно вписаться в эти правила, умело провзаимодействовать, повторяюсь, как и с людьми, которых мы встретим на своем пути, так и с открывающимися возможностями. Не ставить перед собой, мои дорогие девы, табу, позволить себе где-то полет души или позволить себе что-то иррациональное. Это тоже по этой карте проходит. И тогда нас все равно ждет успех. Ваши действия. Ну вот точно все то, что я сказала. Даже если мы еще пока наперед не знаем, как разовьются события. Или как сложатся в дальнейшем наши отношения. Мы просто идем. Конечно, собой не рисковать. Единственная карта Луна, она говорит, избегай мест большого скопления людей. Потому что вот по карте Луна иногда проигрывается, как будто там опасность нас может поджидать. Я должна об этом сказать. Меня смотрят люди из разных стран. И если правда, мои дорогие девы, как будто всем, как толпа, да, все люди побежали в одну сторону, вам как будто противоположную. Ваши действия. У кого-то эта луна будет означать открытие, знаете, как интуитивного вашего канала, когда вы прочувствуете, раньше я жил или жила по каким-то правилам, может быть, регулировкам, а теперь как будто моя собственная душа, назовите интуицией, шестым чувством, я могу сама или сам просчитать какие-то события на пару шагов вперед. И для вас будет очень актуально слышать свою интуицию весь 2024 и 2025 год. Это именно через наше внутреннее чувство к нам приходят правильные подсказки. И если вы люди надежные, вы более прагматики где-то, но, видимо, вот этот ваш Меркурий, он вас призывает поверить в то, что и невозможное возможно. Где-то немножко так научиться летать, может быть. И я имею в виду хотя бы полет души себе где-то позволить, и это будет как то вдохновение, которое откроет перед вами новые возможности. Вот, наверное, то иррациональное не бояться его, а впустить его в свою жизнь. По карте Луна у кого-то проиграется для людей семейных, как, правда, что-то в вашей семье может меняться, могут переходить какие-то события от ваших родственников, от друзей, судя по аркану колесница. Может быть, и придется куда-то совершить поездку. Или, мои дорогие, чаще как раз для тех, кто в паре, с учетом тем более вашей карты, это вы можете улучшать свое жилище или обсуждать какие-то темы, и словно на одной волне с вашим партнером, как раз карта Луна будет означать тепло домашнего очага. Давайте мы узнаем, каков результат. Мне нечего добавить, карта императрицы. Вы действительно здесь все улучшаете. И как люди, как возможности, вот вам очень важно использовать на благо самому себе или самой себе. Мои дорогие девочки, для кого-то из вас каков результат? Может быть, кто-то из вас узнает, что я жду ребенка. Для кого-то из вас, если меня даже смотрят мужчины, это важная женщина. Может быть, это вы кем-то как раз заинтересуетесь благодаря вот этим планетарным событиям и будете делать кому-то предложение или всерьез задумаетесь о том, что есть очень важная женщина в моей жизни. Для всех абсолютно, как для девочек, так и для мужчин, эта карта говорит о власти, о вашей прочной позиции. Тут действительно из короля мечей, пусть нам выпадает противоположного пола как бы карта, но это старший аркан, возможность улучшить как свою личную жизнь, как качество жизни, как быть счастливым, мои дорогие. По аркану колесница это как новое «я» проходит. И правда, для людей творческих это взлет, наверное, вашей популярности. Все-таки вот это тоже возможно. И чего-то не упустить для вас будет очень важно. Эта карта статусная. И правда, мои дорогие девы, многих из вас ожидает смена статуса. Я не могу сказать, что это на этой неделе. Поэтому не бойтесь идти вперед. Вы можете что-то не просчитать, а где-то ваша педантичность, ну пусть не для всех,
Но для кого-то это может проиграться, когда мне нужно знать наверняка. А здесь как будто наверняка не нужно знать. Об этом нам говорят карты. Или вы можете пока не знать, поэтому дорогу осилит идущий. Продолжайте. У вас какие-то очень знаковые перемены впереди вас ожидают. Любой старший аркан говорит о том, что словно высшие силы покровительствуют вам. Давайте карту совет. Ну вот все то, что я сказала. Вот нам тут как раз про высшие силы, которые покровительствуют, и ваши ангелы-хранители вам трубят о возрождении. Какая-то прежняя история. У вас удивительный расклад, мои дорогие девы. Не бойтесь, правда, идти, наверное, по той волне событий, которые у вас в январе складываются. Если вы начнете где-то анализировать чересчур, вы можете отказаться от того, что в последующем для вас, ну, совсем другие какие-то возможности откроют. И само по себе счастье, так и, может быть, какие-то важные вехи осуществить в вашей судьбе. И начало в январе. Ангел нам трубит о том, что не заглядывай в какую-то свою прежнюю историю. Теперь это не имеет значения. Это аркан избавления от боли, от страданий. И карты нам говорят, что правда, словно высшие силы за вами наблюдают и желают вам всего самого замечательного. Знаете, наверное, самое главное совет – не противьтесь переменам, которые происходят в вашей жизни. И в очередной раз повторюсь, ведь возможности к нам приходят иногда по-дурацки, криво, непонятно. Мы на них смотрим и думаем, ну что это такое, непонятное, не просчитаешь вперед, невозможно предугадать, а вдруг это какая-то ерунда получится или какой-то ляпсус. Ну, ляпсус будет, значит, приобретем опыт. Но, видимо, даже какой-то опыт, который, ну, где-то нелепый, он тоже будет для вас нужен. Может быть, кто знает, иногда у нас, например, и знакомства в нашей жизни происходят в те минуты, когда меньше всего мы этого ожидаем. Что-то счастливое у вас на пороге, как будто стремится войти в вашу жизнь. И для вас, мои дорогие девы, просто нужно будущему своему выйти навстречу. У вас вот такие серьезные арканы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие.